Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в этом видео хочу поделиться отличными новостями с нашими зрителями из Узбекистана, так как вчера посольство начало рассылать приглашение на интервью для победителей лотереи DV 2021. Мы получили много сообщений и комментариев на эту тему и даже лично видели письма приглашения, так что это достоверная информация. Знаю точно, что уже как минимум 6 кейсов получили приглашение, но на самом деле их может быть больше. И хотя это ничтожная цифра по сравнению с количеством победителей, ожидающих приглашения на интервью, это уже результат, и, возможно, в ближайшие дни количество приглашений увеличится. Искренне поздравляю всех счастливчиков, которые получили приглашение, а всем остальным желаю получить заветное письмо в ближайшее время. А пока прошу делиться любой информацией на тему работы посольства США в Ташкенте и количество приглашений в комментариях. Вместе собирать статистику намного проще. И, кстати, если у вас есть точная информация на тему других стран, обязательно напишите нам. Так, немного порадовались, а теперь давайте вернемся к реальности и немного взвесим факты. К сожалению, чисто физически, даже если в ближайшие дни начнут рассылать новое приглашение ежедневно, за оставшихся несколько недель до конца сентября пройти собеседование успеет очень мало человек. Почему тянули до самого конца и зашевелились только после предварительного судебного решения, не совсем понятно, но надеюсь, они будут и дальше нормально работать, а не искать причины снова прекратить проведение собеседований для победителей лотереи Green Card. Как и раньше, остается большая надежда на решение судьи по резерву виз, которые смогут выдавать и после окончания фискального года. Пока неизвестно, будет резерв с приоритетом для истцов, или визы будут выдавать даже тем, кто не состоял в иске, но то, что посольство начало обрабатывать заявки, хороший знак. Возможно, не будет необходимости искать способы перенести интервью в другие страны, а в ускоренном режиме посольство начнет справляться со своей работой лучше. Кроме того, начало работы посольства – отличная новость и для победителей DV 2022, чьи кейсы могут начать обрабатывать уже в ближайшее время без задержек, и никаких проблем, которые были у DV 2020 и DV 2021, не возникнет. Но давайте не будем заглядывать вперед, а обсуждать новости по мере их поступления. Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях, а личную информацию вы можете отправить нам в Instagram, ссылка на которую есть на обложке канала и в описании под каждым видео. Еще раз поздравляю счастливчиков, которые получили приглашение, и напоминаю, что теперь необходимо в срочном порядке записаться на медосмотр, чтобы успеть пройти его до самого собеседования. О том, как подготовиться к медосмотру, я уже подробно рассказывала в другом видео, ссылка появится сейчас вот здесь и в описании. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.